Друзья, всем огромный привет! Сегодня с вами сделаем ролик с лайфхаками, или по-русски говоря, с хитростями и полезными приспособлениями, которые могут выручить в той или иной ситуации. Так что вам всем приятного просмотра, досмотрите ролик до конца. Самое интересное будет внутри. Иногда необходимо для такого вот болта сделать барашек. Как это сделать? Делается очень легко. Для начала мы подготовим рабочее место, наклеим скотч, чтобы потом у нас было все чистенько. Берем ключ. В моем случае будет на 15. Устанавливаем его. Теперь желательно чем-нибудь смазать. Берем с вами термопистолет. Вот так. По центру вставляем наш болт. Стараемся это сделать максимально ровно. И дальше заполняем клеевым составом. И оставляем это дело остывать. Так, смотрим, что уже застыло, подстыло. Теперь мы с легкостью это все дело убираем. Вот так вот. Раз. И у нас с вами получился вот такой вот отличный барашек. И его можно использовать там, где нужно закручивать от руки. Все отлично делается, легко и просто. И самое интересное, что размер можно делать различный. Все зависит от того, какой возьмете ключ. Так, вот у нас есть кругляк. Допустим, нам нужно найти центр. Наугад мы точно не попадем. Как это легко и просто сделать? Я вот взял жертвенную дощечку, реечку. Она примерно, как видите, примерно получается у нас половина этого кругляка. Теперь вот так вот устанавливаем. Вооружаемся тем, чем будем чертить. И прям можно вот такими способами, такими движениями сделать пару проводок. И вот у нас четко виден центр, где у нас все линии пересекаются. Вот давайте попробуем взять потоньше, в разы тоньше. Посмотрим, что получится вот с этой стороны. Давайте вот так вот выставим. Вот у нас получается вот он центр. Чем толще дощечка, тем центр будет смещаться. То есть не смещаться, тем центр, вот эта пустота будет меньше. То есть легко и просто можно вымерить. Смотрите, как найти центр. Вот у нас, видите, нечетное число. То есть 19,5 нужно высчитывать, в голове там считать. С калькуляторами, конечно, это сейчас все проще. Дело не в этом. Как нам найти четко центр, не деля это пополам? То есть мы с вами берем теперь вот так вот нашу рулеточку, ставим на 20 сантиметров, на 200 миллиметров. И у нас четко будет центр десяточка. Вот сейчас давайте проверим. Вот. Здесь, видите, 20, отступаем. Вот я ставлю на десяточку. Теперь проверяем. Смотрите, у нас получается, что с одной стороны, что с другой стороны. Все четко для того, чтобы не ломать себе голову и не делить пополам. Давайте попробуем на примере вот такой вот дощечки. Сколько она у нас? 95 миллиметров. В идеале, да, можно это все разделить, то получится 47,5 миллиметров, да. Но опять же мы можем вот так вот взять, прямо на десяточку поставить по центру. То есть у нас делим пополам, пятерка, и проверяем. 47 с копеечкой. И здесь также 47 с копеечкой. Все четко. Также это можно сделать при помощи угольника, да? И на десяточку также делаем. Сейчас покажу, как при помощи заклепочника вытащить гвоздь без шляпки. Откручиваем гайку. Вставляем заклепочник. И начинаем вытаскивать. Раз. Все, видите, гвоздь вытащен. Причем смотрите, гвоздь какой длины был загнан. Все прекрасно, клепочник справляется. И думаете, что он не будет работать, все, он будет прекрасно дальше функционировать.
Друзья, как сделать так, чтобы тросик вот не пушился, когда ты его откусишь? Делается все очень просто и легко. Так, для этого нам понадобится шуруповерт. Вставляем один край в шурик, затягиваем. Берем газовую горелку. Натягиваем. И в каком месте необходимо нам обрезать, нагреваем до красна. И потом просто вот так вот и одним движением шуруповерта мы вот сделали вот такую красоту, что с одного края, что с другого края. Пушиться больше тросик не будет. Друзья, не выкидывайте обломанные биты. Они в основном каленые. Делаем следующим образом. Также зажимаем шуруповерт. Включаем УШМ и затачиваем нашу биту. Окунул его в масло. И на выходе получаем с вами отличный керн. То есть так на металле можно теперь. Кончик, как видите, у нас как был, так и есть. Здесь у нас такие вот глубокие ямочки. То есть все четко. Также на скорую руку берем любой попавшийся брусочек. По центру закручиваем саморез. При помощи ножа закругляем ручку. По желанию обрабатываем наждачной бумагой или, как я, при помощи орбитальной шлифмашины. Получаем на выходе вот так вот. И при помощи УШМ затачиваем. Получаем примерно так. У нас с вами на выходе получается простенькое на быструю руку шило. Можно использовать на деревянных. Также можно использовать и на металле. Дешево и сердито. Если слетает ручка, то проблему тоже также очень легко решить. Берем пару стяжечек, вставляем их вовнутрь, лишнее откусываем. Ручку немножко нагреваем. И теперь одеваем нашими стяжечками. Вот так вот. Так, ручка остыла, пробуем теперь вытащить. То есть уже все, сидит она мертво. По сравнению с другой. С другой также поступаем тем же способом. И будет все держаться. А вы знали, что при помощи обычной индикаторной отвертки на кабеле можно найти, где он пробитый? То есть, вот смотрите, мы сейчас раз, у нас идет стрелочка, да, молния. Показывает напряжение в сети есть. Ведем, 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 ведем. Раз, она у нас потухла. То есть где-то обрыв вот в этом месте. Еще раз поближе показываю. Вот мы ведем, ведем. Раз. Индикатор погас. Дальше появился. И вот смотрим, да, я специально смонтировал. Действительно обрыв линии. Друзья, наш ролик подошел к финальному завершению. Вы же пишите ваше мнение, пишите комментарии с вашими любимыми лайфхаками. А вам же всем крепкого здоровья, всего самого хорошего. До новых встреч. Пока-пока.